Всем привет, меня зовут Андрей Вахтин, и сегодня мы хотим поговорить о некой такой проблемке. Ну, может быть, для кого-то это не проблема, многие знают, как с этим бороться, но мы поговорим о входе высокого уровня. Вот. И очень часто возникают вопросы у наших дилеров и у наших там подписчиков, читателей, значит, как подключить усилитель по входу высокого уровня. Потому что ни для кого не секрет, что сейчас все больше появляется автомобилей, у которых невозможно удалить внешний усилитель уже заводской. Приходится брать сигнал с выходов этого усилителя, а там зачастую бывают достаточно такие серьезные амплитуды, в которые не вкладываются, в общем-то, в общепринятый коридор обычного входа высокого уровня. Эта информация будет актуальна не только для наших изделий, там, процессорных усилителей, но и, в общем-то, в той или иной там, степени подходит ко всем остальным брендам. Там, неважно, это итальянский производитель, либо там немецкий производитель, все равно рано или поздно вы с такой проблемой столкнетесь. Итак, в подобных устройствах, там, включая наше, этот вход является дифференциальным. И попробуем нарисовать, как это выглядит, как это работает. Значит, если эта ось у нас будет амплитуда, вот это у нас ось будет время, то вот здесь существует некий коридорчик, в который должен уложиться наш сигнал. Соответственно, он у нас начинается от нулевой некой точки, это вот полуволна, и дальше сигнал вот пошел таким образом. Если сравнивать это с обычным входом, сейчас нарисуем, да, то есть следует обратить внимание, что у нас вот это вот, назовем это плюс, да, это минус, это два провода, два сигнала, которые работают относительно Земли. Так, теперь давайте ниже, да, нарисуем. Как работает обычный вход, не дифференциальный. У нас будет, значит, также амплитуда, здесь будет у нас время, и сигнал пойдет вот таким образом. То есть здесь у нас все это уложится вот в такой график. Соответственно, здесь у нас один сигнал будет провод, да, плюс, и минус будет работать относительно массы. Итак, значит, у нас в этом случае и плюс, и минус являются одинаковыми, по сути, носителями сигнала относительно Земли. То есть это всегда будет полуволна в плюсе, волна, которая там пойдет по минусу. В обычном выходе, да, или входе, да, значит, у нас всегда вот эта волна будет идти по плюсовому проводу относительно минуса, относительно массы. Что сейчас происходит, в текущий момент, да? Вот такие схемы, как правило, они уже не жизнеспособны, потому что на всех современных автомобилях применяется, как правило, вот такая схема подключения. Почему? Потому что, как правило, на выходе уже стоит мостовая микросхемка, которая как раз и дает вот такой сигнал. Итак, как обстоят дела внутри практически любого усилителя с дифференциальным входом? Значит, сигнал должен попасть на АЦП, а АЦП в силу своей специфики может принять амплитуду достаточно небольшого уровня. Для этого нам нужно подготовить сигнал. Как это происходит непосредственно в устройстве? Значит, вот тут у нас будет стоять резистор, как правило, это 100 Ом. Дальше еще один резистор. Еще один резистор. И еще один резистор. Итак, значит, вот эта часть, это у нас нагрузочный резистор, а вся эта штука называется дифференциальный делитель. Соответственно, это у нас непосредственно вход, да, там плюс-минус. Вот этот дифференциальный делитель ослабляет наш сигнал в n-ное количество раз. Если амплитуда у нас слишком большая,
то нам этот сигнал необходимо еще больше понизить. Значит, как это делается? Давайте вот тут уберу. Соответственно, нам сюда нужно поставить еще по одному резистору. То есть на каждый провод. И на плюс, и на минус. И таким образом у нас на входе появляется еще один дифференциальный аттенуатор, который ослабляет входной сигнал. Итак, надеюсь, всем понятно, что вот эта часть, да, она у нас уже находится внутри усилителя. И сюда, в общем-то, лезть не надо. Нам нужно только вот на вот эти проводочки высокого уровня напаять еще по одному резистору. При условии, что вот внутри у нас усилителя, значит, входное сопротивление 100 Ом, насколько нам нужно ослабить сигнал, чтобы, в общем-то, получить приемлемое, удобоваримое качество. Как правило, это резисторы лучше применять угольные, а номинал этих резисторов от 20 до 30 Ом. Мощность резисторов, ну, наверное, там смотрите, 1-2 ватта. В некоторых изделиях вот, там, немецких брендов вот этот вот резистор, он не 100 Ом, он там в районе там, что-то там, типа 20. Значит, эти конторы продают отдельные коробочки там, за весьма серьезные деньги. Но этого, в общем-то, можно будет избежать, повесив такие же, в общем-то, резисторы, как я и сказал, но только их номинал должен быть приблизительно там, в 5 раз меньше. Соответственно, если у вас здесь будет 20 Ом, то вот эти резисторы, ну, сколько у нас? На 5 поделим, да? Будут 4 Ома. Есть еще одна проблема по апгрейду вот этих штатных систем. Некоторые усилители, некоторые головные устройства, ну и усилители внутри этих головных устройств, производят так называемый опрос. То есть, если усилитель в определенный там отрезок времени не видит наличие нагрузки, то он впадает там в некий аварийный режим. Может вообще там отключить эти каналы, либо может звук на этих каналах кратковременно появляться, затухать. Ну, в общем, все это живет там какой-то своей жизнью. То есть усилитель постоянно делает опрос о наличии динамиков. То есть сгорели они, может быть, там, может отвалились или еще там что-то. Да? Как с этим бороться? То есть нам нужно подать еще некое сопротивление для того, чтобы усилитель видел эту постоянную нагрузку. То есть вот сюда, давайте продолжим вот эти вот линии, нам нужно поставить еще один резистор. А вот какой, вам, к сожалению, придется подбирать, потому что на всех автомобилях, зависит там от марки автомобиля, от года выпуска, от производителя, этот номинал может быть разный. Ну, как правило, он может уложиться там в диапазон от там, 4 до 30 Ом. Вот этот резистор должен быть достаточно мощным. То есть, потому что ему придется там рассеивать все то тепло, которое в него загоняет вот этот вот штатный усилитель. Соответственно, мощность такого резистора, ну, должна там быть ватт 10. Вот. Существуют там резисторы с радиаторами. Вот. Ну, как бы обратите на это внимание. Таким образом, вот подобное решение поможет вам адаптировать любой высокоуровневый вход под тот сигнал, который у вас выходит со штатки. Надеюсь, всем все понятно. Если что-то непонятно, пишите, спрашивайте. Постараемся это все ответить в буквенном виде. На этом, пожалуй, все. С вами был Вахтин. Всем пока.